Думаю, многим из вас хорошо известна моя доска «Бабочка». Обычно я эту доску делаю из ореха и клена, для того, чтобы был максимальный контраст и рисунок был более четким. Сейчас я хочу попробовать сделать эту доску из ореха и березы. Делаю это я по двум причинам. Первая причина то, что клен гораздо более плотный, чем орех. Плотность ореха и березы практически одинаково, около 650 килограмм на куб, а клен гораздо плотнее. Если у пород одинаковая плотность и примерно одинаковые коэффициенты усушки, то доска будет более стабильная. Вот сейчас попробую сделать из ореха и березы. Проблема заключается в том, что береза очень сильно желтеет после обработки маслом. Хотя и клен тоже желтеет достаточно сильно, причем это зависит от партии. Иногда попадается достаточно белый клен, иногда тоже сильно желтеет. Но сейчас я попробую провести маленький эксперимент. Просто выпилю кубики со стороной 40 мм и попробую их взвесить, посмотреть, какая плотность у именно того материала, который есть у меня. Взвешу получившиеся кубики. Так, начнем с ореха. 42 грамма. Береза 38. И клен 49. Видно, что здесь разница в 4 грамма, а здесь разница между орехом и березой получается в 7 грамм. То есть я думаю, что орех и береза более близки по плотности, но я знаю, что у них примерно одинаковые коэффициенты сушки. То есть эта доска будет более стабильной. А на цвет мы уже увидим только после обработки маслом. И вторая причина заключается в том, что отечественная береза фактически в 10 раз дешевле импортного клена, поэтому есть возможность сделать доску дешевле. Сейчас мне нужно изготовить 2 щита. Буду пилить полоски из разных пород древесины заданной ширины. Пилить буду примерно на 1,5-2 мм больше, чем требуется, чтобы потом довести до точной толщины на рейстусе.
Делянки напилены, теперь все их нужно довести до нужной толщины. Здесь делянок очень много, я буду делать сразу 6 щитов, с которых получится, я не знаю, досок 10, наверное, 12, потому что в одном экземпляре такую доску делать очень невыгодно. Для этой операции очень удобно использовать рейсмус с цифровым управлением. Дело в том, что очень важно, чтобы соответствующие делянки в разных щитах были точно равны друг другу. Поэтому устанавливаем определенное значение и уже уверены в том, что толщина этих делянок в разных щитах будет одинаковой. Необходимая толщина этих делянок должна быть 10 миллиметров. Вот. Фактическая толщина сейчас около 12. Что я делаю? Я устанавливаю на станке глубину строгания 11 миллиметров, строгаю одну сторону, затем переворачиваю их, устанавливаю 10 и пропускаю еще раз.
Распилил все 6 щитов. Вот получилось у меня такое количество отрезков. Сейчас начинаю пилить торцевые полоски еще раз вдоль, формируя таким образом материал для рисунка этой доски. Посчитал примерно количество. Здесь у меня точно выйдет 6 досок. Ну, какой-то материал еще останется, поэтому из этого материала сделаю 6 досок. Причем делаю 2 типа досок. Дело в том, что вот в классическом варианте по центру идет темный квадрат, и этого материала тратится больше, поэтому может не хватить. Поэтому сделаю 3 доски, где центральный квадрат будет темный, и 3 доски, где центральный, вот не квадрат, центральная диагональ будет светлой. То есть эти доски очень тоже хорошо смотрятся. Буду использовать такое наклонное основание. Как-то я уже показывал в своем видео, что пиление под наклоном значительно облегчает пиление вдоль волокон, если вы их заготовил. Пилить буду примерно на 1 мм больше, для того, чтобы потом довести до точной величины на барабанном шлифовальном станке. Теперь доводим полоски до нужной толщины на барабанном шлифовальном станке. У этого станка нет цифровой индикации, поэтому придется пользоваться штангенциркулем. Вот сейчас у меня толщина 25,9, нужно довести до 24. Кстати, следующая покупка, которую я запланировал, это будет станок с цифровой индикацией, с цифровой установкой глубины шлифования. Вот примерно как на рейсусе. Это очень удобно для изготовления такого типа досок. Половину дня потратил на шлифование. Вот теперь только осталось все это собрать и склеить.
Момент истины. Посмотрим, как изменится цвет березы после обработки маслом. Да, давай, Алексей. Ну, ставь как-нибудь на бок, поливай. Ну, видно, что она, конечно, пожелтела, но, в принципе, клен тоже желтеет. Но рисунок виден отчетливо.